Здравствуйте, друзья! Итак, подведем итоги. Я уже сделал дом из пенопласта, пластика и бальзы. Также я изготовил дерево. И да, набор для изготовления деревьев от фирмы Нох. Ну никак не ночь. Я совсем заболтался. Наверное, хотел спать. Извините. А если вы смотрите это видео, то значит вы на канале Диорамы из пенопласта. Меня зовут Сергей, и я начинаю делать диораму «Домик в деревне» в гостях у Кузьмича. Понеслась. И первым делом я размещаю домик на подставке и обрисовываю его. Вокруг него будет плитка. Теперь мне нужно обжечь, то есть сделать неровности на ландшафте. И это я сделаю с помощью газовой горелки. Конечно же, нужно обрезать лишнее и зачистить. Вот так замечательно это выглядит. С помощью своего волшебного резака нужно нарезать полоски из пенополистирола. Из них я и буду делать плитки, которыми буду обкладывать дорожки вокруг дома. Плитка готова, и достаточно много у меня ее получилось. Наношу клей-титан и проклеиваю все плиточки. Вклеиваю их аккуратно, с толком и с расстановкой. И вот я уже покрасил подставку и плитку в песочный цвет. Теперь прокрашу плитку серой краской, а лишнее сниму влажной салфеткой. Пройдусь еще сереньким по подставке. А теперь белой краской с помощью губки нанесу точки на плитку. На центральной плитке, вернее на плитке, которая ведет к центральному входу, нужно сделать потертости. Там же люди ходят, поэтому нужно будет стереть лишние загрязнения, чтобы она была немножко почище. То есть вытертая плитка в центре. Вот так вот даже как объяснить не знаю. Ой, беда. Продолжаю работать с плиткой, то есть пройдусь по канту каждой плиточки белой краской и постепенно перехожу к ландшафту. Начинаю высеивать флок. Флокатор мне в помощь. Флок от 5 до 12 миллиметров. И также высажу всякие кочечки, кустики, цветочки. Будет забавно. Посмотрите, сколько я заказал с Алиэкспресса всякой всячины. Валяется у меня очень давно, но как раз в тему. Сейчас буду делать из нее разную растительность. Лопухи и прочее. Даже лаванда есть. Вот из этого вот непонятного с большими листами растения будем делать лопух. А чисто пластиковые насаждения, кустики, будем обклеивать крашенными опилками. Будут такие лохмушечки, кустики разноцветные. Светло-желтый, светло-зеленый и темно-зеленый. И все это нужно будет приклеить на подставку, разнообразить, скажем так, растительность вокруг дома. Смотрите, я все уже клею. И я недавно узнал, что YouTube отписывает моих подписчиков, да я думаю, что и у многих, без согласия и уведомления. Так что проверяйте свою подписку, ставьте колокольчик, ну кому интересно, чтобы ничего не пропустить. А я продолжаю. Ну что, немного загрязним природу? Это просто опавшие листья. Ничего незаконного. И, конечно же, все закрепляю жидко разведенным клеем ПВА. Пора установить дом на место. Все есть, дома нет. Проклеиваю клеем ПВА и аккуратно вставляю дом. Въезжает как на салазках. И пусть немного подсохнет. А я пока по канту кирпичной кладки пройдусь зеленым, но это кирпич внизу как бы схватился мхом.
Ну, это я так вижу, вот со стороны мне виднее. Подставка готова. А где население? Ну, то есть люди и животные, ну, за исключением тех, кто уже в доме. Итак, я выбрал, скачал на сайте с платными и бесплатными моделями. Итак, у меня Кузьмич, парочка внучат. Я их буду разукрашивать, чтобы было лучше виднее. Вот, сноха. Маленький ребятеночек. Парнишка, старший сын. Замечательно. Ну а теперь, конечно же, корова. Ну как без коровы в хозяйстве? И собака. Да, большая собака. Вот так они выглядят. И отправляем на печать. Ну и, конечно же, нужно их будет расписать. Вот такие у меня замечательные товарищи. Семейство в сборе. Теперь их нужно разместить. Да, корову чуть не забыл. Корова с колокольчиком. Вот все семейство. Размещаем их на площадочке перед домом. Немного магии, и сноха сидит перед домом. Кстати, ее муж, он выглядывает из окна, а дочь стоит на крылечке. Младший сынулька. Эники-беники. Сладкая парочка, близнецы, брат с сестрой. Тоже на месте, им любопытно. Глава семейства Кузьмич, он бывший военный летчик, фронтовик. Корова с колокольчиком. Ой, волшебство волшебством, но веревку надо завязать вручную. А дальше магия. Оба-на, на месте. И помощник, сынок, внучок, вот уже ведет корову. Наматываем веревочку на руку. Молодец, знатный помощник. О, да, вы же помните, в доме еще люди живут. Жена Кузьмича, ну и сын приехал в гости. Устанавливаю дерево на место. В дальнейшем еще заклею корни травой, ну, разными кочками, растительностью. Я потом покажу. И вклеиваю ведерко и бетон, ну, не знаю, как-нибудь потом. Сначала собака. И пока не знаю, куда ее поставить. Туда к дому или вот сюда. Нет, все-таки к дому. Да, там я ее и размещу. Сиди, смотри, охраняй всех. Молодец. А вот теперь уже бетон и ведро. Ну и вроде бы как я закончил, что ли? Ну да. Кстати, Кузьмич тоже моделист. Видите, склеил самолетик и дарит его внучатам. Пусть играют. Вот что получилось у меня под деревом. Кусты, кочки, растения. Ну а сейчас давайте смотреть мою новую диораму. Домик в деревне, в гостях у Кузьмича. И как обычно мы с вами не прощаемся. Вам всех благ, удачи, а главное здоровья. Берегите себя. До встречи, друзья. Большого полета, кудесники новых чудес, орлиное племя пилоты, хозяева синих небес. Летим мы по войному свету, до свету загнать нелегко, до самой далекой планеты. Не так уж, друзья, далеко, до самой далекой планеты.